Всем привет! Сегодня я поделюсь историей о том, как я пересадил волосы. Я сделал пересадку 2 года назад, даже чуть больше. Поэтому у меня уже есть полноценное мнение, как это все получилось, там, что понравилось, что не понравилось. Поэтому расскажу всю историю полностью от начала и до конца. На канале у меня есть маленькие ролики о том, как это происходило там в моменте. А это такой обобщающий ролик, который соберет в себе информацию примерно из всех остальных роликов. Поехали. Значит, почему, в принципе, мужчины лысеют? Это наследственное в первую очередь, ну, либо какие-то болезни. У всех происходит по-разному, разная скорость облысения. И у меня, например, началось облысение после 25 лет. То есть после 25 лет, с 25 до 30 пошло такое ускоренное облысение. Я вообще хожу с короткими стрижками, и мне не нужны какие-то шевелюры, но мне нравится, когда как бы вся голова заполнена волосами. Поэтому у меня это начало добавлять мне дискомфорт, мне это не нравилось. То есть визуально, что у меня начинают выпадать волосы, они как бы появляются проплешины там-сям. То есть, и поэтому я начал задумываться, а как же это исправить? И какие, в принципе, есть способы. Но если зайти в интернет, там пишут, нужно взять там миноксидил, какими-то такими средствами, там мазать, чтобы это все как-то улучшилось. Либо там надеть парик. Ну и самое такое, это пересадка, это то есть такой глобальный метод. Мне он подошел больше всего, потому что мне хотелось как бы сделать и забыть, закрыть этот вопрос. Поэтому я стал рассматривать именно пересадку. Пересадка, значит, я ее делал в ковидное время, это 20 ну то есть в 21 году я делал в начале, но тогда еще были ограничения. И чаще всего летят в Турцию туром, делают там пересадку. То есть тоже смотрят отзывы, где как, кому что понравилось. И прилетают, там как бы все включено, тебя привозят в клинику и делают тебе операцию. Там, по ценам не сориентирую, они разные, там, кто во что гораст. Я подумал, что не хочу лететь в Турцию, хочу делать здесь. Я в Москве нахожусь, и хотелось именно здесь. Тут я вспомнил рекламу из детства, то есть Real Transhair. Ну, она вот сработала, то есть спустя сколько-то, не знаю, спустя 20 лет, там, как я ее увидел, она вот сработала. И решил обратиться именно в эту клинику. Это я. Я себе волосы сделал. Меня в клинике пересадили. Вот лазером. Отсюда взяли, и сюда посадили. Вот. Пшик-пшик-пшик. Вот так. По немецкой технологии. Вот отсюда пересаживают, вот сюда вот. Это мои волосы, смотрите, собственные, вот они. Внимание пассажиров. Закончена посадка на рейс Берут, 211 Москва, пшик с лазером, Лас-Пальмас. пшик, сюда, сюда вот. Не забудьте вклеить в паспорт новую фотографию. Лазером, пшик-пшик. Real Transhair. Клиника трансплантации собственных волос. Телефон 211 15 90. А тебе лысый. Я телефон не скажу. Я решил сходить просто на консультацию сначала, посмотреть, что мне там скажут, как это вообще там все происходит. Сама клиника довольно хорошая, то есть общались со мной хорошо, провели мне консультацию, посмотрели, сказали, у меня на тот момент была 3-я стадия облысения, и примерно рассчитали, что и как это будет, чтобы восстановить. То есть мне предложили сначала сделать, например, операцию либо на макушке, либо на передней зоне. Ну, там по деньгам можно смотреть, либо сразу и там, и там. Ну, я подумал, ну, а почему бы и нет, в принципе, пока есть возможность это сделать, то есть, чтобы это было там не напряжно. И решил сделать. Это, значит, я выбрал вариант, когда мне сделают сразу все, и макушку, и переднюю зону, то есть все одним днем. Мне сказали, что это на целый день операция. У меня бесшовным методом затылочной части вынимают и наверх расставляют. То есть довольно такой классический метод. Каких-то других там более не придумали. Единственное, есть еще метод, когда он шовный, то есть когда вырезают кусок,
и оттуда вынимают графты и сразу вставляют, потому что вот этот промежуток времени, когда у тебя вынули волосы, и они лежат, ждут, пока их вставят, они могут испортиться в этом промежутке. А когда у тебя вырезают как бы кожу с куском кожи и, соответственно, сразу оттуда вынимают, у тебя сохраняется еще, то есть, что больше волос приживется. Но меня такое не устраивало, потому что я хожу с короткой стрижкой, я не хотел шрам, не хотел, чтобы из меня что-то там прям вырезали. То есть достаточно было, чтобы меня просто как бы вынули бесшовным методом и вставили. Поэтому я согласился. Мне пересадили 2140 графтов, там примерно. Точное количество есть в предыдущих видео. Ну, хирург со мной общался, сама операция, значит, день операции как происходил. Я приехал туда утром, мне там разметили, что как, где там будут вырезать. Меня полностью не стригли на лысо, то есть мне обрили только ту часть, где они забирали волосы. Там, да, там как бы врач все обрил, оттуда как бы все вынимал. А так, ну, у меня, в принципе, короткая стрижка. Вот. Дальше первый этап операции, там, наверное, самое больное — это уколы, анестезию, когда там тебя колят, чтобы тебе потом не было больно. Вот это самое больное — это уколы. Ну, врач говорил, там, если будет больно что-то чувствовать, еще подколем, и, то есть, все ли нормально. А, да, еще забыл перед операцией обязательно там сдать анализы, такие стандартные, анализ крови, на то, что нет никаких там серьезных заболеваний, противопоказаний. Вот, и если как бы все нормально, то уже как бы идет сама операция. На первом этапе, значит, вынимали графты. У меня, ну, в этот момент ты лежишь на таком, типа, как массажное такое кресло. Ты можешь играть там в телефоне, смотреть видео. То есть это не запрещено. Потому что процедура довольно долгая. Там несколько часов, там часа 3, наверное, вынимают из тебя эти графты, раскладывают. Потом у тебя перерыв на обед. То есть там в клинике тоже организован обед. Заранее там спрашивали, что и как, какое меню. Ну, посадили меня в комнатку, там спокойно я пообедал. И дальше уже вторая часть, когда делаются дырочки, куда будут засажены графты, и непосредственно уже вставляются сами графты. То есть какие-то самые лучшие вперед вставляются, на макушку похуже. Это тоже вот процедура, ты уже в положении сидя, перед тобой телевизор, можешь что-то включить, смотреть. Все комфортно, там в плане вот как проходит операция именно вот в клинике, там Real Trans Hair, претензий нет, то есть там все цивильно, все грамотно, все как бы по уму сделано, все комфортно и легко. Там, самое главное — это решиться и заплатить деньги на это. Дальше уже идет послеоперационный период. Наверное, первые дни это самое жесткое, потому что вся голова красная, в таких красных точках. То есть нам мне выдали кепку, рекомендации, что и как. То есть первое время нужно, чтобы там корочки образовались, потом они отпадают. Для этого там можно пеной пантенол мазать, чтобы было получше, так сказать, все это осыпалось. Значит, мне еще рекомендовали, что после того, как будет процесс вот этот вот все заживет и начнется там уже шоковое выпадение волос, нужно, чтобы лучше был эффект, еще пользоваться пеной Regain. То есть она в составе содержит миноксидил, она такая, это швейцарские такие баллончики Regain. Ими нужно пользоваться там раз в день, наносить на кожу, там, где волосы должны расти, для того, чтобы еще поддерживать это все, запитать, так сказать, то, чтобы получше прижилось. Плюс еще это поможет разбудить и замедлить волосы, которые там есть. Что врач сказал, что у меня есть волосы, которые, так сказать, луковицы есть, сохранены, но они не растут. То есть можно там, в принципе, восстановить еще какую-то часть волос, если там с помощью таких вот средств дополнительно, чтобы была более повышенная плотность. Дальше соблюдал рекомендации, то есть на прямые лучи солнца не попадать там в первые полгода. Там у меня как раз это выпадало на лето, я ходил в головных уборах, чтобы там ничего, это, так сказать, чтобы все спокойно заживало.
После первого месяца, когда там уже корочки отпали, волосы начали расти, они вот так появились, а потом было шоковое выпадение, то есть где-то там через 2-3 месяца, наверное, было ощущение, что все вернулось как было, как будто операции не было. То есть, но это нормальная практика, то есть так всегда бывает, то есть после пересадки сначала волосы приживаются, и на первом этапе они там чуть вырастают, тебе кажется, что там, о, прикольно получилось, а потом они раз и все выпали и начинают расти с нуля заново. И вот когда заново начали расти, я уже отслеживал, как они там вырастают. А, И вот я следил, смотрел, то есть там полгода прошло, год, то есть как это меняется. Ну вот по моим ощущениям, где-то вот как спустя где-то год, 2 месяца, как вот волосы вот пришли в какой вид, как они растут. Примерно на том уровне они остались и сейчас. То есть каких-то масштабных изменений уже там спустя еще год я не наблюдаю. Такого вот нет такого вау-эффекта, что раз и там все поперло там со всех сторон расти, такого нет. Ну и в принципе, то есть я уже показывал ранее, то есть как вот выросли волосы. То есть спереди стало гораздо лучше, то есть если там издалека, если там чуть подрастить волосы, то в принципе незаметно, то есть кажется, что там не лысый, все в порядке. То есть если там приблизить, там всматриваться, то да, видно, что волосы более редкие, там как-то там под определенным углом посмотреть, видно, что немного волос не хватает спереди. На макушке ситуация похуже. Вот у меня тут пришел кот. За кота ставим лайки. Да, вот он не страдает, у него все время шерсть выпадает, столько шерсти. Вот. Ну ладно, здесь посидит, послушает, как я записываю. Вот. Значит, вот прошло 2 года, и я вот, ну, в принципе, я думаю, что дальше уже ничего не изменится. То есть поможет, если плотность увеличить, только если делать еще одну пересадку. У меня пока в планах такого нет. Может быть, там лет через 5 я подумаю, посмотрю, что и как. Потому что, ну, свои волосы могут дальше пропадать, дальше выпадать. Но они вот условно замедлились. То есть у меня, видимо, был какой-то активный период, когда они выпадали, а сейчас они выпадают меньше. То есть они как-то стабилизировались. И на этом вот и остановилось. Дальше, что еще можно по этому поводу сказать? Ну на макушке гораздо хуже результат. Видно, что волос не хватает. Но если она становилась совсем лысой, у меня когда вот там перед пересадкой, то есть видно, что все шло к тому, что будет лысая, то как бы, ну, полностью такое. То сейчас как бы там, да, есть волосы, то есть как раз вот эти пересаженные, они там растут, как бы все нормально, но видно, что не хватает. То есть мне пересадили 2100 графтов, по факту, мне кажется, мне надо было пересаживать все 5000, чтобы была нормальная плотность. Но, возможно, тогда нельзя было бы их ровно поставить, потому что такой момент, я вот когда потом был в отпуске в Турции и ходил к местным парикмахерам там подстригаться, и они заметили, что у меня пересадка, то есть там ну, через переводчик начали спрашивать, что и как. Я у них, ну, я им рассказал, что да, вот я делал пересадку, вот и так, то есть спрашивал у них, как это, то есть как там в итоге все получилось. Они мне сказали, что очень хорошее качество пересадки. То есть, видимо, там нет каких-то ран или еще чего-то. Ну, то есть, как-то они посмотрели и сказали, что отлично пересадили. И, то есть, все нормально. Но да, единственное, что с плотностью это, конечно, подкачали. С плотностью нам не повезло. Вот. Но второй раз, да, вот пока... Думаю, не буду делать. Все, кот у меня уже это начинает кусаться. Так что кота в сторону. Такая вот история пересадки. У меня где-то прошло 2 года. Если кто-то хочет делать в клинике там Real Trans Hair, то вот смотрите, видно вот какой результат. Результат спустя 2 года. Пересадили 2100 графтов. Если кому-то пересадят больше, там или 2, возможно, будет результат лучше. Но я как говорю, у меня
как бы ожидание, реальность немножко, то есть разные. То есть я ожидал, что все-таки на макушке зарастет, так делал акцент, что мне макушку важно тоже зарастить, но не заросло. То есть, ну что есть, то есть. Теперь сейчас уже не переделаешь. Пусть будет так. Делитесь вашим опытом пересадки, если вы ее делали. Что вы думаете по этому поводу? В каких клиниках вы делали? Пишите в комментарии. Может, кто-то тоже делал Real Transhire, есть опыт. Тоже жду в комментарии. Пишите, как у вас там это все происходило, какие впечатления. Подписывайтесь на канал. Здесь, может быть, будут выходить еще всякие разнообразные интересные видео на разные темы. Всем пока!